Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня у нас агрогороскоп с 17 по 20 ноября 2021 года. Прежде чем мы начнем освещение этой темы, у меня к вам есть просьба. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео со своими друзьями, родными. Пусть у них тоже все будет хорошо. А также ждем от вас просьб, предложений, комментариев, лайки, дизлайки. Все это очень важно для нас, и мы все ваши вопросы, все комментарии, письма, сообщения рассматриваем, читаем и анализируем. Ну и все эти ваши замечания дают возможность сделать более информативными наши видео и более полезными. Вот это еще не все. Есть еще очень одна важная просьба. И эта просьба, кстати, от одного из наших давних подписчиков. Это мужчина Аркадий. Он написал сообщение буквально вчера и попросил сегодня в этом видео зачитать нашим зрителям выдержки из его письма именно при подготовке видео о днях полнолуния и днях, важных днях лунного затмения в знаке Телец. Давайте лучше прочитаю небольшой отрывок из письма обращения. «Мне 35 лет. В 30 лет очень хотелось иметь квартиру, машину, крутой бизнес. Я стал активно использовать знания эзотерики для достижения этой цели и трудился много. И у меня за 5 лет все эти планы осуществились. Стал успешным бизнесменом, богатым человеком. Есть квартира, дом-дворец за городом, несколько машин. Все круто, круче и быть не может. Богатство мое продолжало расти. И вот недавно, в один из дней, я стал плохо себя чувствовать. Дорогостоящая медицина, доступная для меня, вынесла смертельный приговор – рак. В течение суток, всего суток после этой новости, мир словно остановился для меня, и я вдруг понял, все богатство, которое я получил, нельзя поменять на главное богатство в жизни – это здоровье. Послушал ваше видео о полнолунии в Тельце и понял, что должен вам сказать. Пожалуйста, воспользуйтесь уникальным временем Тельца и создайте для себя главное богатство – здоровье. Без здоровья, без здорового тела не хочется никаких счетов в банке, много пачек денег в сейфе, собственности различной. Все это как-то вдруг в один момент потеряло смысл. Ведь жизнь одна. Далее Аркадий попросил передать, что в эти дни, чтобы все, кто будет использовать энергии Тельца, создавали себе мечты себя здорового, радостного и счастливого. Просьбу Аркадия мы выполняем, и через несколько минут мы озвучим волшебные слова и числа на время Тельца в полнолунии и в лунном затмении. А сейчас наша рубрика «Агрогороскоп» с 17 по 20 ноября 2021 года, время московское, как всегда. Начинается вот этот важный период у нас в среду. Телец, как раз луна в Тельце, будет в периоде с 2 часов ночи, но у нас Телец вот будет для работ сельскохозяйственных только определенный период подходить. Почему? Потому что сожженный путь полнолуния, это я проверила уже многократно, он не дает хороших позитивных результатов. Да, что-то взойдет, да, что-то будет расти, но тот урожай, на который мы рассчитываем, и тот урожай, который дает обычный телец, мы не получим. Давайте рассмотрим вот этот короткий период, вот со всего вот этого периода, когда Луна будет находиться в знаке Телец. Он очень короткий, но его можно использовать для посевов и посадок. И очень хорошо до 9 часов утра можно провести подзимние посевы вершков. Это полнолуние, здесь не подходит посадка лука-чеснока. К сожалению, будут очень хорошие зеленые перышки, но корешки будут очень маленькие, луковички. Здесь же очень хорошо посеять семена цветов на рассаду. Это могут быть семена эустомы, а также можно подзимний посев цветов северных регионов.
Рассаду точно так же высаживаем. У нас есть те, кто выращивает в теплицах, теплые страны, теплые регионы. Для вас вот это тоже хороший период, используйте его. В саду очень важный период тоже. Многие получили уже саженцы, даже с опозданием прикопали. Вот этот период, пожалуйста, до 9 часов утра нужно провести. Заранее подготовите ямочки, все подготовьте. А посадка, сама посадка занимает буквально 5-10 минут. И проведите посадку любых саженцев садовых растений в этот период. Но это там, где тепло, конечно, где замело снегом, мы уже ничего не высаживаем. Так вот, можно высаживать плодовые, ягодные, еловые, декоративные растения, абсолютно все, цветочные растения. Все, что в саду вы хотите вырастить, у вас есть саженцы, высаживайте. Но там, где еще есть теплый период, когда растение сможет укорениться. Также в это время хорошо нарезать черенки и укоренять черенки, снова же любых растений. Но вот, хотя это телец, далее зеленые операции не проводим. Полнолуние – опасное время для проведения не только зеленых операций, для любых обрезок. Поэтому в саду никаких обрезок, кроме черенков. Это как исключение в полнолуние и в лунное затмение, вот этот период. Можете нарезать и укоренить, и только в этот период до 9 часов утра. Итак, далее идем. Цветы. Ничего не делаем, кроме укрытий на зиму, если есть в этом необходимость. Для комнатных цветов тоже есть очень хороший период, и он у нас будет с 2 часов ночи до 9 часов утра. Это получается, что мы можем сделать? Нарезать череночки, снова заранее все подготовить, поставить на укоренение, а также можно пересадку, перевалку, посадку вот этих уже укорененных саженцев цветочных растений провести. Поливы очень хорошо в это время проводить, буквально все время. Далее подкормки, пожалуйста, это полнолуние, очень большая энергия в это время, просто зашкаливает. Поэтому при необходимости для цветущих растений используем минимум удобрений и желательно органика. Зато этот день хороший, 17-го, смотрите, весь день до конца суток. Можно и собирать урожай, и делать различные заготовки, закладывать на хранение, квасить капусту, и не только капусту, все, что вы желаете, а также очень хорошо готовить это время тельца, еще и полнолуние. И лунное затмение – супер время для того, чтобы приготовить из лекарственных различных растений, настойки, мази, ну все, что вы готовите. Очень хорошее, эффективное время. 18 и 19. Практически здесь у нас одинаковые дела, поэтому я не буду повторяться 2 дня. 18 и 19 почти весь световой день у нас будет находиться в знаке Телец, поэтому здесь кроме поливов и подкормок будут какие-то ограничения, вот поливы и подкормки. В остальном все одинаково. Посевы не проводятся, хотя это Телец, но это энергии полнолуния и лунного затмения. Рассаду не высаживаем, можем убирать сад, уборку проводить, подготовку к зимовке. Зеленые операции и обрезки никакие не проводим ни в коем случае, не нарезаем черенки. В это время нельзя это делать. Для цветов укрытие на зиму будет актуально и там, где холодно. Для комнатных цветов в это время защита от вредителей и от болезней. А вот, что касается поливов, 18-го можно поливать все сутки, а вот 19-го, пожалуйста, до 15 часов постарайтесь. Далее будет идти уже энергии, ощущаться с 15 часов, энергии стихии воздуха, близнецы. Поэтому, пожалуйста, поливы проведите заранее. А вот подкормочки тоже минимально нужно их проводить. Если 18-го это можно круглосуточно, то именно 19-го в сам пик полнолуния и пик лунного затмения не проводите никаких подкормок. Они бесполезны, они даже будут вредить растениям. Но что касается сбора урожая, заготовок, закладки на хранение, квашения, настойки и мази, то 18 числа это очень хорошо, 18 ноября. А вот здесь уже 19, здесь переходный период, уже Луна перейдет из знака Телец в Близнецы, и вечером уже после 17 часов здесь, конечно, уже нехорошо будет готовить настойки.
Ну и подкормки я уже сказала. Что касается сбора урожая, заготовок, закладки на хранение, это можно делать и до конца суток. А вот квашение капусты или мочение яблок, или еще квашение каких-то других овощей, то, пожалуйста, фрукты нужно сделать эту работу до 15 часов. Далее стихия воздуха, все вот эти заквашенные продукты становятся жесткими. Ну и сразу рассмотрим еще один день сожженного пути, полнолуние, это будет уже суббота, завершается неделя, но Луна уже будет в знаке Близнецы. Естественно, в этот период и Близнецы, плюс сожженный путь полнолуния, энергия лунного затмения, не проводим посевы и не проводим посадку рассады. Что можно в саду? Укрывать теплолюбивые растения, если есть в этом необходимость. Там, где еще тепло, где нет температуры минусовые, -3, -7, для разных растений она разная есть, не спешите укрывать. Просто сопреют ваши растения, и при теплых возвратных вот этих циклонах и растения просто-напросто могут погибнуть. Будьте внимательны, не спешите с этим, дайте растениям закалиться. Зеленые операции по-прежнему, хотя стихия воздуха, не проводим, энергии лунного затмения воздействуют и сожженный путь полнолуния. Далее, что мы делаем для комнатных цветов и для цветов? Ну, на улице укрытие на зиму, если есть необходимость, там розы укрывают в северных регионах. Для комнатных цветов актуальна защита от вредителей болезней, профилактика прежде всего. Поливы и подкормки не проводим в знаке стихии воздуха. Гниют корни и растения погибают. И не имеет значения, где эти растения растут. То ли на улице, то ли они находятся на подоконнике или в доме в таком самом благоприятном месте, чтобы где бы ни находилось, пожалуйста, с поливами повремените. Сбор урожая можно в Близнецах проводить, очень хорошо получается, заготовки прекрасно, закладка на хранение тоже, а вот квашение и настойки и мази не готовьте в это время. Полного, ну, во-первых, по квашению жесткая будет капуста, а что касается настоек, то в знаке стихии воздуха и еще, когда действует энергия лунного затмения, мы не получим нужное, качественное, эффективное вот это лекарство, которое готовится из различных лекарственных трав и цветов и корешков. А сейчас наступает вот этот волнительный момент волшебных слов и чисел для создания своей изобильной жизни в дни Тельца. Мы вам обещали продолжить эту тему, и по просьбе Аркадия мы это делаем. И в своем письме он расписал, правда, это было более так вот словами, я попыталась все его слова здесь, в этом рисунке, изложить. Что значит вот именно Телец, Луна в знаке Телец в это полнолуние и в это лунное затмение. Это главное, за что отвечает Телец, это здоровье на первом плане. Для здоровья нужно питание и экологически чистая среда, и экологически чистая земля, вода, продукты. Вот они здесь буквально вот так на главном месте. Практически все очень важно. Земля обязательно. За плодородие земли, за землю тоже отвечает этот знак. Мир, спокойствие, этот самый такой уравновешенный знак. Я неспроста, вот сколько раз вам рассказываю, показываю, вы многие уже убедились, посевы провожу в Тельце. Если это убывающая луна, то корнеплодные, то есть корешки. Если это растущая луна, то, естественно, вершки, высеваю семена вершков, и получается замечательный урожай, хотя всходы всегда очень медленно идут. Мирно, спокойно, Телец уверенно дает вот эту энергию растениям, и затем получаем хороший урожай. В мире всегда все получается, когда настроение, спокойствие на сердце, тогда все хорошо. И очень важно, отвечает за собственность, за дом, тоже отвечает этот знак. А также он требует абсолютно ото всех, кто хочет быть вот в этом здоровом питании, в экологических чистых условиях жизни в мире и иметь крышу дома своего, нужно обязательно учиться. Знания, учеба во всех этих отраслях жизни обязательно нужны, время идет и нужно обязательно учиться. Ну и то, что
выбрал в первую очередь Аркадий, финансовое изобилие. Видите, оно у нас тоже на главном месте, как и здоровье, как и экология. Все от этого знака, этот знак вот за эти сферы жизни отвечает. Великолепный знак и очень важный знак. И давайте я вот благодаря вот этим письмам, сообщениям вашим составила вот такой интересный указ. Да, именно указ. Мы должны произнести в эти 3 дня Тельца для клеток своих, для органов, для систем своего тела. Вот такой указ. Итак, дорогие мои клеточки, органы, системы моего тела, слушайте мой приказ. Мы есмь крепкое здоровье, мы есмь молодость, мы есмь мир, мы есмь гармония, мы есмь изобилие во всех сферах моей жизни. И далее произносите вот эти числа, которые будут как бы закреплять. Это подпись вот этого указа. И произносите 7, 7, 5, 3, 1, 9, 1. У нас с вами есть еще немного времени до перехода Луны в знак Телец. Поэтому просьба такая, нужно рассчитаться со всеми долгами до этого периода. Ни в коем случае нельзя брать кредиты сейчас. Не одалживайте деньги и сами не давайте деньги в долг. Ни в коем случае. Не принимайте в эти дни сожженного пути полнолуния и лунного затмения важные решения. Не идите на любые плановые хирургические операции, только если что-то экстренное. Не проводите косметические процедуры со своим телом. Откажитесь от диет и голодания, а также от некоторых манипуляций со своим телом. И поможет нам в этом рубрика «Луна для дома и для здоровья». 17 в среду, 17 ноября, когда Луна уже будет в знаке Телец, будет очень плохо растапливаться печка в первый раз. Если было до этого растопки, то с маленького небольшого количества дров сухих начинаете растапливать, дыма почти не будет. Но если же вы первый раз растапливаете, приехали на дачу, камин, то, пожалуйста, лучше избегать этого периода, очень сложный период для того, чтобы разгорелся огонь. Очень сильное давление сожженного пути полнолуния и лунного затмения. Поэтому с печкой, с камином в это время не работаем. Огонь в это время просто-напросто будет прижат к земле. Что касается вот этих манипуляций, важных манипуляций для здоровья тела. Почему нельзя в дни полнолуния и особенно лунного затмения заниматься стрижкой волос, покраской волос? Это как в полнолуние, вот цельной, да, вот круг Телец я вам показала. Если вы начинаете стричь, вы срезаете, а срезая вот эти антенночки, вы, естественно, вы просто выпускаете энергию, теряете энергию, которую вы накапливаете в течение растущей Луны. Поэтому стрижку волос все эти дни, я уже сейчас буду эти дни все называть. Почему? Потому что все дни вот эти манипуляции не проводим. Не стрижем волосы, ни 17, 18, 19, 20 не стрижем. Покраска волос тоже отказываемся. Волосы должны спокойно в это время находиться в настрое с космосом, с Первотворцом, в связи с Первотворцом. Мытье волос, вот это можно делать. Пожалуйста, мойте волосы. Особенно очень хорошо в это время использовать различные травы, настои трав и ополаскивать после мытья волос вот этими настоями. Очистка кожи у нас по-прежнему еще на растущей Луне и в полнолуние не проводится. Стрижка ногтей, естественно, тоже не проводится. Ногти – это тоже энергетические антенны, через которые мы получаем и удерживаем энергию. Тоже не проводим в это время, вот эти дни, стрижку ногтей. Что касается ремонта, в это время нужно беречь свое здоровье. Постарайтесь себя не напрягать, не перетруждать, поэтому, что касается ремонта, не проводите. Единственное, что если срочно нужно, то можно уже 20-го в Близнецах, знак стихии воздуха, можно уже покраску, побелку проводить.
Проветривание вещей ни в коем случае. Будет такой запах неприятный, притягивать. И сейчас очень много еще жгут листья, по-прежнему по старинке некоторые дачники, огородники, поэтому откуда-то этот дым берется, как будто бы его не видно, а вот этот влажный воздух напитываются наши вещи, поэтому не выносите на улицу, а только можно уже 20-го при наличии хорошей солнечной погоды, ветерки, можно выносить на проветривание. Рукоделие. Несмотря на то, что полнолуние, лунозатмение, получаются шикарные вещи, проверила, используйте, тем более телец это один из самых творческих знаков. Время очень творческое, можно и начинать, и придумывать какие-то идеи, обязательно записывайте, обязательно зарисовывайте, потому что эти идеи приходят только вот короткий период в эти дни. Стирать в это время можно, но плохая стирка, кстати, и рукоделие уже в близнецах будет. Не проводите в это время. Уборку лучше не проводить, потому что в это время наше тело должно отдыхать. Луна для здоровья. Видите, сегодня так часто звучат эти слова, вернее, одно слово. Основа всего – это здоровье. В здоровом теле здоровый дух. В дни нахождения Луны в знаке Телец очень уязвимы горло, шея, глотка, миндалины, бронхи, щитовидная железа, паращитовидная железа, эндокринная система, язык, нижняя челюсть. Будьте внимательны, не перегружайте себя, не увлекайтесь физическими какими-то работами, все это успеется, все сделайте. Дайте возможность в этот период полнолуния и лунного затмения спокойно провести это время в хорошем настроении, в позитивном, в солнечном настроении и в хороших вот этих позитивных мыслях. Стройте свое тело здоровым, стройте свою жизнь изобильной во всех ваших отраслях, вашей жизни. Вернемся к здоровью. Итак, будьте внимательны, горло и шея, и глотка. Сейчас в связи с этими всякими вирусами будьте внимательны. В это время, естественно, прополощите горло, когда приходите где-то с общественного места, просто-напросто раствором соды. Вот и все. Лимон, чеснок, лук. Вот это время очень хорошо для питания. И самое главное, одевайте на горлышко шарфик, на голову платочек или шапочку. В это время вот эти органы и, естественно, на наши бронхи, легкие, все органы должны быть в тепле сейчас. Что нельзя в это время принимать внутрь для того, чтобы хорошо себя чувствовать? Не используйте свежее молоко. Нельзя в это время сливочное масло. Вы сами понимаете, телец и принимать молоко и сливочное масло, видимо, вот в связи с этим вот такие противостояния в теле. Не надо соления есть, мучные изделия, кофе, алкоголь, сладости. Что же принесет пользу нашему телу в это время, когда Луна находится в знаке Телец? Специалисты рекомендуют мясо говядины, но это для тех, кто ест мясо. Я бы не советовала это делать. Лучше всего, что любит Телец, это травы, различные салаты, зеленушка, овощи, фрукты. Ну и очень хорошо заменить мясо печенью, трески, рыбой, рыбопродуктами. Из каш очень хорошо овсянка. Вот молочно-кислые продукты очень хорошо в это время идут, и они полезны для нашего тела. Делайте различные салаты или просто в свежем виде используйте морковь, свеклу, все виды капуст, цитрусовые очень хорошо, картофель, салаты различные. Ну вот салат имеется в виду и сам зеленый, вот эти зеленые листики. Есть сейчас айва, облепиха, клюква. Вот эти ягоды очень хороши в дни Тельца, и тем более хорошо это для наших органов дыхания. Пейте чаи с ромашкой, мятой, шалфеем, шиповником и лимоном. 19 ноября и уже 20 ноября полностью будут ощущаться энергии близнецов. В дни нахождения Луны в знаке Близнецы уязвимы такие вот органы: легкие, плевра, бронхи, трахея, плечи,
предплечья, кисти рук, запястья, локтевые суставы, вегетативная нервная и дыхательная системы. Как видите, именно в знаке близнецов будут продолжать активироваться заболевания легких и бронхов, поэтому будьте внимательны. В это время очень часто нас преследуют бронхиты, приступы астмы, плевриты, пневмонии. Имея вот эту информацию, вы должны быть готовы к тому, чтобы избежать вот этих недомоганий, используя профилактические меры. Из-за быстрого обмена веществ в дни близнецов в человеческом организме шлаки не успевают выводиться и остаются в крови, задерживаются там надолго. И это вызывает различные сыпи, нагноения и другие кожные заболевания. Ну и, естественно, в это время, я прошу обратить внимание, нужно отказаться от лекарств, ну, это лучше перейти на на различные лекарственные травы, но может быть в это время аллергия на лекарства, и это очень часто бывает. И прием пищи нужно проводить часто, но небольшими порциями. Вот что интересно, в это время очень плохо усваивается щавель и шпинат. Да, еще сельдерей. И вот есть у некоторых людей аллергия на вот эти продукты, но чаще всего сельдерей все-таки хорошо усваивается организмом. Давайте рассмотрим, что мы можем использовать. Из мясных продуктов уже в близнецах можно использовать курицу, индейку, куропатку, но не жирные. Это снова же те, кто ест именно мясные продукты. Нам нужны продукты с большим содержанием фосфора и кальция, а это орехи, соя, различные бобы, фасоль, зеленый горошек, редис, мак, кунжут, миндаль, укроп, гранаты, цветная капуста, сельдерей, каши всех видов, авокадо, рыба и рыбопродукты. Можно заменить вот эти мясные продукты, которые мы называли, рыбой и различными рыбопродуктами. Так что именно в близнецах уже вечером 19-го будете ощущать вот эти симптомы. Берегите, пожалуйста, себя. Очень важно пройти вот эти периоды, далее будет коридор затмений. Я знаю, что мы с вами справимся, и мы в позитивном, веселом, солнечном настроении пройдем легко этот период. Мы желаем вам крепкого здоровья, вам всем тепла, благодатной погоды, удачи во всех ваших делах, счастливого вот этого прекрасного полнолуния и счастливого лунного затмения, которое позволит начать новую жизнь в здоровье, в здоровом теле и в изобилии во всех ваших сферах жизни. До новых встреч на нашем канале в новых видео.